Стивен знал, что кадры, снятые им с помощью дрона, были особенными, но он понятия не имел, насколько они были особенными на самом деле. Потому что то, что, как он предполагал, собрало всего несколько лайков в интернете, оказалось, помогло раскрыть тайну, которая оставалась необъяснимой в течение 500 лет. И хотя многие люди не хотели, чтобы этот секрет стал достоянием гласности, кадры, снятые им с помощью своего дрона, доказали это без тени сомнения. И он был готов показать эту сенсационную новость всему миру. Но что же Стивен запечатлел на видео с беспилотника? Что это была за странная история 500-летней давности и почему местные жители хотели сохранить правду в тайне? Он узнает об этом достаточно скоро, но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите кнопку «Мне нравится». Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Стивен никогда не мог предположить, какое влияние окажут его кадры того дня. Он отправился в горы с намерением сделать несколько великолепных аэрофотоснимков горных вершин, которые сейчас, на удивление, были лишены снега. Он работал над документальным фильмом об изменении климата и хотел использовать кадры, снятые с помощью беспилотника, в качестве иллюстрации к разделу, посвященному повышению температуры до максимума при таянии снега на обычных льдах и в ледяных горах. Но эти кадры в конечном итоге так и не попали ни в один фильм или документальный фильм. Документальное кино. В тот день Стивен отправился в горы один. Он был в Непале с небольшой съемочной группой, участвовавшей в съемках документального фильма. У остальных на сегодня были запланированы интервью с местными жителями, и Стивен решил, что это будет лучшим использованием его времени. После 3-часового путешествия в горы он позволил своему беспилотнику свободно летать. Ему нужно было забраться как можно дальше в горы, чтобы сделать лучший снимок, поэтому он потратил 25 минут на полет по этой траектории. У Стивена было 10 минут, чтобы отснять как можно больше материала, поэтому терять время было нельзя. Каждый кадр должен был получиться с первого раза, поэтому у Стивена не было времени внимательно рассмотреть то, что он снимал во время полета. Но кое-что все же привлекло его внимание. Он искал горы, где было бы как можно меньше снега, и одна небольшая горная цепь действительно показалась ему заметной издалека, потому что там было много бесснежных скал. Казалось бы, это был идеальный кадр для фильма. Но когда беспилотник завис над ним, Стивен заметил, что в нем есть еще кое-что странное. Стивен был человеком, выполняющим миссию. Он отправился в путешествие с друзьями и несколькими коллегами, но Стивен знал, что каждый из них будет стремиться к собственному открытию. Это означало, что он просмотрел несколько аэрофотоснимков, чтобы лучше понять ситуацию, но это не было похоже ни на что, что он когда-либо видел. Стивен едва мог поверить своим глазам. Он посмотрел в объектив камеры и протер его, чтобы убедиться, что изображение перед ним реальное. Чем больше он стирал, тем меньше был в этом уверен, но ничего не менялось. Это было слишком хорошо, чтобы поверить, что фигура перед ним напоминает спящую женщину, озадаченно подумал он про себя. Он наблюдал, как изображение становится более четким, когда он еще немного покрутил свой дрон. Но ничего не изменилось. Изображение осталось прежним. Теперь он был сбит с толку по совершенно другой причине. Если ему ничего не показалось, почему он увидел это впервые? Конечно, что-то столь удивительное уже давно было бы хорошо задокументировано, но Стивена быстро потянуло к чему-то более тревожному. Сначала он был слишком занят изображением на экране, чтобы заметить мигающий красный огонек, но вскоре сопровождающий его звуковой сигнал отвлек его от размышлений. У него разрядился аккумулятор. О,
Это был резкий рывок к реальности, когда он увидел цифру в 40%. Если его дрон собирался вернуться, ему нужно было выключить камеру и направить его обратно. Стивен, не в силах справиться с волнением, направил беспилотник обратно. Он захватил с собой запасной комплект батареек и собирался заменить их, чтобы сделать больше снимков. Но на данный момент снимков было более чем достаточно. Вскоре он поделится впечатлениями о спящей красавице, которая покоилась над горами. Он знал, что это будет здорово, но никак не ожидал результатов. Стивен отключил камеру, чтобы убедиться, что беспилотник благополучно опустился, но даже этого было недостаточно, чтобы вернуть его обратно. Батарейка разрядилась, и дрон упал в снег. Стивен разочарованно вздохнул, но был рад, что смог подняться к дрону. Но то, что он обнаружил, ошеломило его еще больше. Стивену потребовалось около часа, чтобы добраться до вершины. Он был измучен и запыхался. Опустившись на колени, он позволил себе на мгновение расслабиться, прежде чем поискать глазами свой беспилотник. Но вместо дорогого оборудования его взгляд упал на женщину средних лет, одетую в плотную традиционную одежду, и она, похоже, была не рада его видеть. Стивен знал, что в горах живет несколько племен, но никогда с ними не общался. Он хотел объясниться, но она начала кричать на иностранном языке. Стивен не понял ни слова из того, что она говорила, но по ее тону было ясно, что она в ярости. Она протянула руки, и тогда он увидел это. В руках у нее была какая-то палка, и она размахивала ею и кричала, но взгляд Стивена остановился не на этом. Стивен была прикована к предмету позади нее. Его беспилотник разлетелся на мелкие кусочки в снегу. Эта странная женщина уничтожила его многомесячные сбережения, и он понятия не имел, почему. В этот момент Стивен тоже вышел из себя. Теперь они оба орали друг на друга на языках, которые были незнакомы друг другу. Но ни один из них не отступил. Стивен был в ярости из-за своего дорогостоящего снаряжения, а леди была в ярости из-за его присутствия. Но события приняли неожиданный оборот. Леди достала топор. Стивен ошеломленно замолчал. Это вышло далеко за рамки гневной перепалки, и он почувствовал, что его жизнь в опасности. Не видя другого выхода, он решился на отчаянный шаг и, сжавшись в комок, соскользнул с вершины утеса, используя снег как настоящие сани. Он молился, чтобы ему удалось благополучно спуститься. К счастью, гора была покрыта снегом, поэтому спуск был ухабистым, но, тем не менее, безопасным. К тому времени, как он спустился, Стивен потерял свой беспилотник, аккумуляторы и, по общему признанию, часть своей мужской гордости. Но он был в безопасности, и, к счастью, кадр из беспилотника тоже, потому что он настроил его на автоматическую загрузку в облако. Обратный путь до своего домика был напряженным, и Стивен чувствовал себя измотанным. Он все еще не был уверен, что именно в нем разозлило ее. Возможно, он вторгся на ее личную территорию. История. Он признался себе, что от крика на нее на иностранном языке, скорее всего, стало только хуже, но это было загадкой для другого дня, потому что сейчас у него была одна цель. В домике было тепло, и Стивен был рад вернуться в город, где была теплая вода и не было разъяренных женщин с топорами в руках. Он все еще не мог поверить, что его день принял такой оборот. Просматривая отснятый материал на своем ноутбуке, он был рад, что его сохранили. День был долгим, и ему нужно было немного отдохнуть, но не раньше, чем он сделает последнее дело. Стивен с трудом выбрался из постели, услышав громкий стук в дверь своей комнаты. Он попросил, чтобы его не беспокоили, так как хотел выспаться, поэтому предположил, что это пришел кто-то из его коллег, чтобы обсудить что-то важное. Но это были нежданные гости. Когда Стивен заглянул в отверстие в двери, он увидел, что там его поджидает группа местных полицейских.
и они совсем не выглядели счастливыми. По выражению лица агента Стивен понял, что они находятся в сильном стрессе. Один из агентов даже положил руку на пистолет, готовый выстрелить. Немного испуганный, Стивен спросил их, что им нужно через дверь. Он не открыл бы дверь, если бы ему не сказали об этом. Но затем он получил предупреждение, что они вышибут дверь, если он не откроет ее в течение 5 секунд. У него не было выбора, ему даже пришлось принимать решение за доли секунды. Он быстро схватил свою сумку с вещами, которую приготовил накануне вечером, и выпрыгнул из окна гостиничного номера на пожарную лестницу. Он не ожидал, что прыжок будет таким высоким. При приземлении у него сильно заболели лодыжки, но он спасся. Он быстро спустился вниз, услышав, как кто-то выбивает его дверь. Он понятия не имел, чего хотели эти люди, но ничего хорошего это не предвещало. Могло ли это быть как-то связано с кадрами, снятыми им вчера с помощью беспилотника? Сначала незнакомая женщина, теперь местная полиция. Что-то здесь происходило, и единственный способ, который мог придумать Стивен, чтобы разобраться в этом, это просмотреть запись. Пораженный, он подумал, есть ли у него с собой телефон. К счастью, у него был телефон. Он нашел укромное местечко и прокрутил запись, убедившись, что никто ничего не заметил. Поначалу ничего особенного не бросалось в глаза, пока его внимание не привлек горный хребет. Его очертания пробудили в Стивене воспоминания. Он уже видел это образование раньше в истории, которую рассказывали более 500 лет о тайном месте в этих горах. Местные жители считали это мифом, но теперь Стивен не был так уверен. Возможно, тающий снег обнажил то, что когда-то считалось несуществующим — гору с пещерой у подножия. Бурная реакция местных жителей заставила Стивена поверить в правдивость легенды. Ему нужны были реальные доказательства, и единственным способом было найти пещеру. Он быстро купил зимнюю одежду и припасы в другом магазине, чтобы не вызывать подозрений. Несмотря на усиленное присутствие полиции, Стивен старательно избегал основных маршрутов и незамеченным пробирался к горам. Как только он оказался вдали от местных жителей, началось путешествие по ледяным равнинам. Но даже хорошо подготовленный Стивен боролся изо всех сил. У него слегка отмерз палец на ноге, что вынудило его остановиться и согреть его, прежде чем двигаться дальше. Он по-прежнему опасался, что его могут найти местные жители или полиция, но удача была на его стороне. После более чем 20-часового похода Стивен добрался до вершины горы. Поиски не заняли много времени, как и в рассказе, там была пещера. Охваченный любопытством, он приблизился и увидел группу из 15 человек, одетых в традиционную одежду, которые направлялись к нему. Стивен стоял перед выбором – бежать или войти в пещеру и подвергнуться риску быть схваченным. Не колеблясь, он вбежал внутрь, слыша крики группы позади себя. Он продвигался все дальше в пещеру, почти ничего не видя в темноте. Примерно через 5 минут его фонарик высветил то, на что он надеялся – золотые сокровища, спрятанные глубоко внутри горы, как и описывалось в легенде. Стивен быстро сделал снимок, готовясь поделиться им. Но в этот решающий момент его телефон разбился. В панике он заблокировал и разблокировал его. К счастью, это сработало. Когда он собирался отправить снимок, он услышал шум позади себя. Местные жители бросились к нему с криками «Не отправляйте фотографию!». Стивен заверил их, что не отправлял. Они слушали, как он объяснял, что всего лишь хотел показать миру сокровища. Однако местные жители не стремились к славе или богатству. Они всего лишь хотели защитить наследие своих предков. Стивен понял. Они заключили сделку. Он уходил, ничего не публикуя, и они перевозили сокровища в надежное место, навсегда спрятанное от посторонних. Стивен покидал пещеру, отправляясь в долгий обратный путь.
Возможно, у него не было ни фотографий, ни сокровищ, но у него была невероятная история, которую он мог рассказать своим друзьям и семье.